всем привет! У нас уже суббота, 5:30 вечера. Вот так вот я начала снимать влог с утра, как планировала. Вот, пожалуйста, 5:30, даже уже без 15, почти 47 минут. Вот, у меня здесь что? У меня здесь картошка варится, вот печенку я уже приготовила, нужно ее перекрутить. Вот стоит тесто, я его сейчас накрою, и я планирую приготовить пирожки. Вообще планировала это сделать утром, но полдня провозилась с мамиными документами по поводу ее имущества в Украине разбитого. И потом уже как голову подняла, уже времени, уже 5 часов уже было. Но тем не менее, я все же думаю, я этим займусь, потому что я хочу целую неделю. Я о них мечтаю, об этих пирожках. Поэтому я не знаю, там, что завтра приключится, случится. Вот, я приготовлю сегодня. Не люблю, конечно, на ночь дымить, вонять, жарить. Ну, нечего делать. Перельем. Мне все же с этого чайничка мне удобнее маслом пользоваться, чем с вот этой бутылки. Хочу найти масло с виноградных косточек. Ну, если честно, я прям цель такую прям не ставила, прям целенаправленно. Так, просто обращаю внимание время от времени. Но, кстати, я его так свободно, прям в каждом магазине я его не вижу. Если честно, найти прям не могу пока. Как красиво. Посмотрите, пузырится, да? Так, я тесто поставила на водяную баню, на тепленькую водичку. И надеюсь, этот процесс ускорит. Вот. Вообще-то, я думаю, нужно было, наверное, больше мне дрожжей туда насыпать. Хоть бы еще подошло. Вот. И еще, знаете что? Еще так пахнет елочка. Я не знаю, почему девочки писали, что она не пахнет. Она очень пахнет. В тепле она очень раскрылась. И она очень-очень пахнет. Хотя уже, конечно, немножко такие, ну, мне кажется, как подсыхают веточки. Да, они не осыпаются, но они подсыхают. Но очень-очень пахнет. Прям, девочки, пока у меня тут жарится, все шкварится, я тут читаю ваши комментарии. И столько смотрю всяких добрых слов, сколько снова пожеланий. Вот, добрых, прекрасных. И поздравлений с Рождеством и с наступающим Новым годом. Вот, я очень тронута, мне очень приятно. Спасибо вам большое. Я вам в ответ, конечно же, то же самое. Я желаю вам море всего хорошего. Я желаю вам прежде всего здоровья, как я уже говорила в прошлом видео. И, конечно же, и вам, и себе, и всем нам я желаю самого главного. Это мира, это окончание всего этого кошмара. Вы даже не представляете. Я и укладываюсь с новостями, и просыпаюсь, и сразу хватаю телефон, читаю новости. И вот эту вот ночь, которая прошла, я провела практически до самого утра на телефоне. Я просто в шоке. Была с самого утра, Валерычу сказала, чтобы он звонил всем знакомым, узнавал, как, что, потому что, ну, на самом деле, конечно же, это все, ну, нет слов просто. Вот. Больше всего хочется, одно главное желание, это просто мира и просто иметь нормальную человеческую жизнь. Все, больше ничего в голову. На самом деле уже ни для себя не желаешь, не лезет вообще, не уже ничего. Вот. И, кстати, пользуясь случаем, вот сейчас смотрю на себя как раз в камеру и читаю как раз сообщение от Ивета Афанасьева. Вика, здравствуйте, здравствуйте, Ивета. Тут идет тоже поздравление. Потом, может быть, в каком-то видео вы сможете рассказать, как вы нашли парикмахера, косметолога в Бельгии. Если нашли, конечно, ваши впечатления об этих услугах. Про маникюр вы рассказывали, все понятно. Кстати, девочки, про маникюр я до сих пор еще не определилась с мастером. Я снова записалась к новому мастеру. У нее только была свободная окошко аж на 9 января. А у меня уже, конечно, печаль печальная. Но ничего, буду ждать, потому что вот это все. 10 дней. Какие 2 недели? 10 дней. И опять там отошло, там отломалось, там... Короче, ну, вообще, это даже не нормально, это, ну, такое, ну, это не работа, хочу вам сказать. Вот это то, что мне рекомендовали, то, что я хотела к ней попасть, она долго не отвечала, вот она наконец-то ответила, буду пробовать дальше, вот. И вы представляете, это маникюр, да, когда это, казалось бы, сделали, походил, понравилось, не понравилось, это такое дело, отросло, сняли и все. Представьте, вот это вот с волосами сейчас, начинать такую же эпопею. У меня, во-первых, нет такой необходимости, вот у меня сейчас, конечно же, можно было бы
обновить стрижку, поднять, сделать короче. Но я в Украине очень долго не могла найти своего мастера, который бы мне просто хотя бы поняла, а тем более, чтобы совладала с моими вот этими тонюсенькими волосиками, и вообще с моими особенностями вообще и фигуры, и лица, и головы. Вот. Это единственный человек, который нравится, как она работает. Мне всегда очень нравится, это Маша. Вот, Маша находится в Киеве. Я ее нашла с таким трудом, и сколько бы я ни изменяла, и в плане стрижки, ну, равно ей нет. Хотя была еще Катя, один раз тоже было удачно. И стрижка, и окрашивание, вот, да, в принципе, ну, как-то с Машей больше у нас как бы коннект, вот, и поэтому я не хочу сейчас, у меня даже мысли нет, у меня сейчас единственное желание, это просто отрастить их до сих пор и вообще забыть про эти стрижки, чтобы иметь возможность вот с такой вот длиной просто что-то с ними сделать, при надобности сделать укладку или накрутить и ходить, или при каких-то других обстоятельствах, чтобы я могла их завязать хвост, мне тоже так хорошо с хвостом, и всякое бывает, у меня не всегда бывает, есть возможность утром делать эти укладки, понимаете, а вот с такой вот длиной, вот мало того, что ее нужно делать, потому что это ужас, да еще укладка это сейчас не красит, потому что это, ну, такая длина, это просто, ну, простит все, висит, и с окрашиванием то же самое. Нет у меня сейчас нужды вот этим всем заниматься, а тем более это все здесь искать. Во-первых, у меня нет свободных финансов здесь сейчас, вот, во-вторых, у меня нет такой, если честно, нужды, и у меня нет просто даже сил этим заниматься, поиском, экспериментировать, вот это вот добивать, убивать, вот это все, что у меня есть, рисковать, ну, я, честно, не готова. Вот. Я немножко похожу, еще отращу, буду завязывать, и все, буду счастлива и довольна. Честно вам скажу. То же самое с косметологом. Конечно, я понимаю, что да, есть, конечно, нужда, нужно ходить, собой заниматься, но опять-таки все упирается. И финансово у меня нет, и желания сейчас искать вот этих мастеров, пробовать, ходить, экспериментировать. Это, понимаете, это такая стезя, что на нее только ступив, это нужно заниматься этим, заниматься регулярно, это все нужно поддерживать, это нужно следовать рекомендациям, это нужно обновлять полностью, покупать уходовые средства. И опять-таки не факт, что вам сразу подойдет именно этот косметолог, именно его назначение, именно его рука, именно его косметика, которую он предлагает, потому что все это индивидуально. Единственное, что на что бы я походила, это бы на массаж. Но у меня нет, девочки, сейчас лишних ни финансов, ни времени. Вот просто нет. Вот я вам честно говорю. Поэтому эти все моменты я отложила до, по крайней мере, стрижка и окрашивание точно отложила до поездки в Украину. И то стричься вряд ли буду прям стрижку. Скорее всего, вот это все просто придам этому форму, чтобы это была нормальная длина. И это уже будет, вот пусть будет уже, это все отрастает. Все, никаких больше стрижек делать не хочу. С окрашиванием посмотрим, тоже еще рановато. Тем более сейчас этот период такой, сейчас очень много стрессов было, и он опять лезет, и сейчас бы его восстановить и прекратить бы выпадение, знаете, а не добивать его. Вот. А с косметологами это уже, дай бог, когда будут хорошие времена, уже тогда подумаем, когда же будет вообще прям уже, наверное, пищать, хотя, наверное, тогда уже будет поздно что-либо делать. Ну, сейчас у меня нет ни возможности, честно вам скажу, ни желания, ничего. Тем более тут такие отзывы. Вот я не люблю, конечно, плохо говорить о ком-то, когда я сама, допустим, ну, не пробовала этого. Да, вот про ногти я могу сказать, да, я хожу, не могу пока найти вот то, что мне нужно. Вот, потому что я видела идеальную работу, и я с ней ходила, и поэтому сейчас мне, конечно же, не нравится. Я хочу что-то подобие той. А косметолог я только слышала отзывы, и то нескольких человек, что якобы здесь тоже, понимаете, люди приезжают, учатся как бы чуть ли не в Ютубе, понимаете, а потом выдают себя здесь уже за профессиональных мастеров, за опытных специалистов, чтобы, понятное дело, поставить хороший прайс, вот, и надеяться на то, что кому-то что-то не понравится, ну и ладно, понимаете, на один раз, понимаете, на один раз заработать. И все, этот человек потом рассеется, потеряется, Бельгия большая и все. И поэтому очень много я слышала про неудачные вот эти все какие-то манипуляции вот с кожей. Вот девочка мне рассказывала, что обратилась элементарно, там что-то под глаза, она что-то там себе колет, убирает, или над глазами какую-то, или где-то там, в общем, что-то, я не знаю. И там мастер клялась, божилась, что опыт у нее классный, материалы, на которых она работает, классные, и вообще она в этой сфере вообще просто гуру.
Вот, и в итоге у нее там все как нависло, обвисло, ну это действительно, я видела, это действительно было ужасно. Теперь она ищет специалиста, чтобы это все исправить, понимаете? И если еще одна такого специалиста, она найдет еще одного такого же специалиста, то это будет вообще беда. Вот, и поэтому я вот это все пообщалась, понасмотрелась, и у меня вообще не возникает желания, честно, с этим начать сейчас еще работать, еще влазить в вот это все, и что я потом вообще буду делать? Ногти то ладно, знаете, подождала, отросло, и то ли снял, то ли к другому мастеру пошел. А с вот этими всеми делами что делать? А с вот этими что если последние вылезут? Поэтому нет, я не готова сейчас ничего искать. Никого искать. Есть, может быть, и хорошие тут мастера, ходят же люди с хорошими укладками и всем на свете, но тут цены такие, ну, не знаю, у меня этот вопрос сейчас не стоит вообще ребром. Вот. Может быть, поеду там в конце зимы, может быть, съезжу в Украину, ну, планирую, по крайней мере, вот так вот, или в начале весны посмотрим, как там, когда, если будет как на тот момент какая-то нужда, вот, то, конечно же, только там себе что-то сделаю, обновлю, а косметолог уже, может быть, когда-нибудь потом. Дай бог, когда наступит более-менее какая-то стабильность или жизнь какая-то нормальная наступит. Ну, сейчас точно нет. Так что, девочки, всем я с вами делюсь, все то, что у меня происходит, я с вами делюсь. Единственное, что, может быть, контента-то и маловато, тем более каких-то покупок, распаковок, чего-то там, каких-то там услуг, вот этих бьюти, всего. Потому что этого сейчас мало в моей жизни, поэтому мне нечем особо делиться вот каждый день, правда. Настолько жизнь загружена сейчас вообще другими вещами, и это не снимешь, это, во-первых, и неинтересно, это тут ничего ты не снимешь, и, собственно, это не контент для Ютуба, понимаете, вот. А то, что снимаю, вам показываю, вот этим я и живу. Вот. Ничего я, собственно, не скрываю и не упускаю, к сожалению. Хотелось бы больше, конечно, мне бы самой бы хотелось. Поездки, куда-то путешествия, бьюти-процедуры, и вот это все, но, увы. К сожалению, сейчас больше совершенно других моментов и вопросов. Вот. Вернемся к нашим баранам. Что-то так оно медленно подходит. Да понятно, ему нужно дать спокойствие хотя бы на пару часиков, а мне же нужно все быстро, понимаете? Мне же нужно все горячку пороть. Добавлю еще воды. Ну, вроде бы процесс, я уже такая думаю, может, нужно было дрожжей больше. А потом думаю, ну, когда дрожжами сильно отдает, это что же не выход? Оно, конечно, быстрее было бы, да, но... Так, я пока, знаете, что сделаю? Я пока, наверное, картошкой займусь. У меня здесь уже печенка, все. Я ее сейчас блендером перебью. Картошка какой-то сорт купили. Купила дороже, чем обычно. Я думаю, ой, ну это вообще будет крутая картошка. Потому что, ну, перед этим все время рассыпалась. И в итоге на Рождество готовила, она варилась 3 дня и опять 25. Ну, в принципе, она та же самая. Как может быть что-то иначе? Непонятно. Так. Достаю. Я решила, буду сцеживать ее. Она уже достаточно давно. Так, по поводу теста будут спрашивать девочки в любом случае рецепт. Вот, у меня их вообще несколько рецептов. Именно на пирожки. И на кефире мне нравится. И вообще мне очень нравилось тесто, вот этот картофельный отвар. Я его сейчас слила, а то на нем готовить тесто на дрожжах, но на картофельном вот этом вот отваре. Но у меня на самом деле, у меня вообще не было времени. Это я бы сейчас только бы слила и только сейчас бы поставила тесто. А так оно у меня крути не верти, а он уже стоит. Вот, я сейчас приготовила на молоке. Это вообще самое стандартное тесто, которое готовила моя мама, моя бабушка. Молоко, соль, сахар, дрожжи, вот яйца, вот масло, ну, растительное. Вот и все, и мука. Ну, делать его не тугое, чтобы оно было мягенькое-мягенькое, не забитое. Вот, чтобы они были пушистые, а не резиновые. И все. И, конечно же, нужно, чтобы оно хорошенечко
поднялось. Вот, самое главное. А мне как надо все время. Мне вот прям, как, знаете, какой-то важный какой-то момент, то ли праздник какой-то, то ли еще что-то. Вот прям, что мне важно очень, чтобы они получились хорошо. У меня нет. У меня прям хорошо, ну прям мои самые лучшие, я это хочу сказать. Я же знаю, какие мои самые лучшие пирожки. У меня такие не получаются. Потому что или повышенная важность, или спешка. Спешка вообще никакой пользы обычно не приносит. Боже мой, вот это вот в первый раз здесь в Бельгии взяла печенку. И то нашла ее вообще с трудом увидела. Попалась мне под руки. На глаза, точнее. Попалась мне на глаза. И я такая, опа, думаю, судьба мне все же пирожки готовить. Потому что с печенкой, конечно же, с картошкой. Они вкуснее, чем просто с картошкой. Правильно? Вот. И вот это вот я слила воду, добавила печенку, эту уже перебитую. И сейчас еще добавлю сливочного масла. И все. И тоже. И главное, чтобы на соль было все хорошо. Потому что бывает, вроде бы всего добавляешь, а если на соль ненормально, как трава. Вообще вкуса нет. У меня вообще с солью, знаете, такие отношения, что я люблю вот прям, знаете, прям, чтобы было подсолено, вот прям на краю. Что чуть-чуть, и уже будет считаться для кого-то, может быть, пересол. Вот я люблю прям вот эту вот грань уже, что вот-вот. Вот, потому что Даша у меня, ей нравится, когда даже не досолено. И мама точно так же. Валерий, в принципе, такой, как я. Валерию плюс еще, когда мне уже даже чуть-чуть пересолено, ему нормально еще. Вот, вот получилась классная вообще начинка, прям идеальная для пирожков. Хорошо печенки здесь. Я вам сейчас покажу. По консистенции такая хорошая, видите? Прям настоящая начинка для пирожков. Теперь нужно дождаться, пока мое тесто подойдет. Видите? Ну, оно потихонечку, да, потихонечку оживает. И все. Просто туда-сюда Марк уже придет. Хотелось, да и маму хотелось бы, пока она еще спать не улеглась, угостить. Так, ладно. Ладно. Накрываем наше масло. Убираем. Девочки, ну что, как и ожидалось, вонища в квартире, чат, дым, без этого никак с пирожками. Вот, но посмотрите, какие они получились пухнастики, какие они получились замечательные. Я сейчас окна пооткрываю, вот, и попробую проветрить. И вообще их, посмотрите, какая куча получилась. Это учитывая то, что я еще и маме успела отнести. Даши нет, Даша куда-то уехала. Это я Марку несу. Вот, чай ему сделала, и вот такие красотульки.